ЕС предлагает Армении миллиардные инвестиции, США подписали контракты на 9 миллиардов долларов, а Россия угрожает повысить тариф на газ. Индия и Франция получают деньги и продают высокотехнологичное оружие, а Россия принимает деньги, но оружие не поставляет. Европа и США не пытаются запихивать своих граждан-миллиардеров в парламент, а договариваются с действующими властями. Россия же, несмотря ни на что, хочет внедрить своих граждан в высшие эшелоны власти Армении. Я всегда толерантно относился к русскому народу. Однако такое отношение властей России к нашему государству я считаю оскорбительным. Сегодня иметь друзей россиян в Армении считается закономерным явлением, но быть пророссийским в смысле межгосударственных отношений уже становится западло. Топорные методы ведения дел со стороны Кремля только еще больше оттолкнут от себя Армению. Буквально недавно, да и сейчас, из Москвы ведрами льются обвинения в адрес Армении. Дмитрий Песков пару дней назад заявил, что Москва оставляет за собой право обсуждать с Ереваном предстоящие в Армении выборы и дальнейшие планы армянской стороны. Армения – это близкая нам страна, с которой нас объединяют глубокие исторические корни. Огромная армянская диаспора, которая живет у нас, свыше 2 миллионов человек. Поэтому те ориентиры, которые выбирает для себя армянское руководство, это предмет нашего повышенного интереса, сказал Песков. Армения понимает невозможность одновременного нахождения в ЕАЭС и ЕС. Это важно. Членство в ЕАЭС дает возможность Армении развиваться повышенными темпами. А вице-премьер России Алексей Аверчук предупредил, что в случае вступления в Европейский Союз у Армении не будет авиасообщения с Россией. Нет авиационного сообщения сейчас со странами Европейского Союза, значит, у нас не будет авиационного сообщения с Арменией, подчеркнул он в эфире Первого канала. Аверчук указал, что гражданам Армении стоит осознавать потенциальные последствия решения официального Еревана о сближении с ЕС. Может быть, это звучит очень жестко, но мы хотим, чтобы люди в Армении понимали, если это произойдет, то оно произойдет потому, что были приняты решения о сближении с Европейским Союзом, обратил внимание вице-премьер. По его словам, это неизбежное следствие принятых Ереваном решений о сближении с Европейским блоком. Чиновник подчеркнул, что российская сторона хочет донести до граждан Армении серьезность этих перемен. Ранее Аверчук также отмечал, что обсуждение курса на ЕС уже негативно сказывается на двусторонней торговле, объем которой за последний год сократился на несколько миллиардов долларов. Тут даже не обошлось без российского пропагандиста Дмитрия Киселева. Он заявил, что Армения, выбрав путь в ЕС, движется к катастрофе. Кормится Армения отлично внутри общего евразийского рынка, но и на европейские плюшки Ереван заглядывается все больше, заявил пропагандист. Совмещать это в какой-то момент будет невозможно. Это премьеру Армении предельно четко объяснили в ходе визита в Москву в среду. Киселев также отметил, что опыт взаимодействия с Евросоюзом у стран бывшего СССР богатый и нельзя сказать, что положительный. Лишь одни разговоры про вступление Армении в ЕС уже приносят нам обоим большие убытки, заключил он. МИД Азербайджана отреагировал на встречу Путина и Никола Пашиняна, а также на последующие упоминания Нагорного Карабаха российскими официальными лицами. Баку обвинил Москву в политических спекуляциях вокруг Карабаха. Ни одна страна, включая Российскую Федерацию, никогда не ставила под сомнение территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский регион. Мы вновь доводим до сведения российской стороны наши ожидания о том, что вопросы, касающиеся суверенитета Азербайджана, не должны становиться предметом публичных обсуждений в текущий период, когда армяно-русские отношения находятся в сложной фазе, говорится в заявлении. ОДКБ должна проявлять максимальную осторожность и деликатность в своих отношениях с Арменией. Армения в этом плане находится в сложной ситуации, особенно в период выборов, заявил Александр Лукашенко.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос журналиста о том, обратит ли армянская сторона внимание на высказанные Россией позиции. Он отметил, что армянская сторона проявила понимание в отношении обеспокоенности президента России Владимира Путина во время встречи с премьер-министром Николом Пашиняном. Армянская сторона с пониманием отнеслась к представленным Россией обеспокоенностям, заявил Сергей Лавров, добавив: «Посмотрим, как в дальнейшем будут развиваться отношения на практике». Президент Азербайджана Ильхам Алиев, находясь с официальным визитом в Грузии, встретился с премьер-министром Грузии. Алиев отметил, что ведется работа по расширению транспортных коридоров, особенно в контексте Среднего коридора. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что Грузия приветствует мирный процесс между Арменией и Азербайджаном и готова внести свой вклад в случае необходимости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян председательствовал на совещании, посвященном вопросам организации и проведения 8-го саммита Европейского политического сообщества. Пашинян отметил, что саммит Европейского политического сообщества, который состоится в Ереване 4 мая, является масштабным событием и имеет большое политическое значение для международной репутации Армении. Он подчеркнул, что за это время была проделана огромная работа по организации саммита на должном уровне, а сегодняшнее совещание направлено на обсуждение уже выполненной и предстоящей работы. В свою очередь, руководитель аппарата премьер-министра, председатель Организационного комитета 8-го саммита ЕПС Араик Арутюнян отметил, что подготовительная работа приближается к завершающей стадии, и цель совещания – представить проделанную работу, заслушать замечания и предложения главы государства, а также подвести итоги. В свою очередь, Даниил Иоаннисян заявил, что в Армении некоторые круги пытаются создать впечатление, будто Армения – паразит для России. И если мы не станем любить Россию, то все потеряно. Это ложь, и это ложь, распространяемая по указанию Москвы. Реальность такова. Если Москва сделает высокую цену на товары и газ, то она сама понесет колоссальные потери. Если Москва все это затеет, мы примем решение о выходе из ЕАЭС и ОДКБ, а также выведем 102-ю военную базу России, нанеся серьезный репутационный удар Кремлю. Весь мир станет очевидцем этого. Выходя из ЕАЭС, мы нанесем колоссальный урон экономике России. Для российской экономики важна возможность ввозить некоторые западные товары через Армению. Стоит отметить, что западные страны об этом прекрасно знают. При этом таможенные пошлины за товары, ввозимые через Армению, не остаются в Армении и никогда не оставались. Около 98,7% этих средств Армения передает другим странам, членам Евразийского союза. В общем, если у Армении останется последняя возможность выйти из этой убогой организации, Армения это сделает, подытожил Иоаннисян. Когда Россия начинает настолько публично и вульгарно демонстрировать недовольство, это обычно означает, что у нее уже почти не осталось инструментов влияния на Армению. Это верхний уровень давления. Дальше только совсем грязные сценарии, вплоть до использования 102-й базы, но это уже край, который ударит и по ним самим. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные новости мира и нашего региона.